Привет всем! С вами Hatred, и сегодня мы поговорим о карте консульства. На этот раз я начну с того, откуда лучше начинать раш на этой карте. Затем покажу вам спаункиллы, места, где лучше спрятаться за каверу, мердер-холлы, несколько ловушек C4, а также куда положить капканы Фрост, а также лучшие камеры Валькирии. Любой раш всегда начинается с дрона на месте твоего захода в здание. Следующий уровень — это просьба, чтобы твой друг по началу раунда сел на твоего дрона и посмотрел, что происходит вокруг, пока ты идешь к точке твоего входа. Так ты избавишь свою команду от твоей неожиданной смерти или допроса каверы. И он люк заделал, чувак. Когда ты в здании, у тебя есть два пути. Либо ты идешь на объект, либо уничтожаешь роумеров. Обычно, если на объекте всего 1-2 человека, лучше проигнорировать роумеров и сразу заходить на точку, а потом встречать всех остальных. Но если роумеры есть совсем рядом от тебя, лучше начать с них. Ну что ж, переходим к спаункиллам. Сейчас мы займемся пиксель-хантингом. Обязательно не забудь разбить это окно. Упустить врага в этом проходе очень легко, но и вас он вряд ли увидит. Советую просто начинать стрелять в этот проход через 2-3 секунды. Я смотрю в окна, не видно нихуя чего. Я прям в те окна смотрел, это просто белое все. Ну как, странно. Практически все окна можно подбивать, не ломая стекло. Это замаскирует ваш спаункилл. Ну а теперь поговорим об укрытиях для кавери. Пожалуй, самым прикольным местом является этот стол. Ведь забравшись в него, можно сделать очень классный мурдер-холл на лестницу в архив.
Можно забраться внутрь стола на ресепшене первого этажа. Нужно лишь разбить этот маленький контейнер. Но об этом месте знают практически все, когда ведь совсем рядом есть одно очень классное место. Можно либо забраться на урну, либо разбить ее и лечь. Если вы правильно ляжете, вас совсем не будет видно. А на кухне офиса администрации можно забраться на холодильник. Забравшись на холодильник, вы не сможете встать, но если попробовать забежать на белую полку и потом отойти назад, ваш персонаж выпрямится. В таком случае вы сможете сделать дырки очень высоко. Также советую сломать левую стену на уровне ног. Так ты сможешь видеть всех, кто заходит к тебе сбоку. Для этого места вообще-то вам не нужен щит. Нужно просто попросить кого-нибудь из ваших друзей лечь, и тогда по нему вы сможете забежать на лавку. На кухне возле гаража вы можете забраться на автомат с содой. Прекрасное место для каверя. А вот и еще одно очень классное место в комнате напротив. Вам понадобится импакт-граната, чтобы сломать стул. На третьем этаже вы можете забраться практически под все столы, но я выделю лишь два. Ну а теперь переходим к прострелам и мёрдер-холлам. Я буду делать большие отверстия. Естественно, когда ты будешь играть, тебе не понадобятся такие огромные дыры. Я лишь показываю как пример. Когда защищаешь архив, идеально положить капканы Фрост прямо за лавки Визы. Обычно кто-нибудь заходит и сразу же перепрыгивает через них. Все, что тебе нужно знать, как добить противника. А для этого, после того, как ты положишь капкан, сделай небольшие отверстия. Только не делай их до, иначе ты не сможешь положить капкан. А также я сейчас покажу два очень классных прострела при защите архива. Давай посмотрим. Если правильно поставить щит в большом проходе, никто не сможет ни пробежать, ни проползти. Это поможет застать твоих противников врасплох в последние секунды раунда. А также советую подключить к нему аккумулятор бандита, так Аша не сможет его взорвать. Особенно это помогает против монтажника. Ну а теперь камеры Валькирии. На первом этаже в Визе ты можешь сломать телевизор и кинуть камеру за странную багованную панель. Зато ее не видно, и она дает очень классный обзор. Спрятав камеру за этими стульями, ты сможешь положить C4 на первом этаже и так взорвать кого-нибудь, кто перепрыгнет через лавки. Что-то вроде капканов Фрост. Ну а теперь мой самый любимый способ защиты офиса администрации. Обычно я раскидываю камеры, кидаю C4 на первом этаже в комнате с роялем,
и прячусь где-нибудь в подвале, чтобы меня не нашли, пока я сижу на камерах. И когда остается секунд 15 до конца раунда, появляюсь я. А если проделать диглом отверстие вот здесь, можно поставить очень крутую камеру и на диско-шар, и на круговую лестницу. Actually, next to me. Ёб твою мать. Нахуй мой спаункил, блядь, не удался. Из этого ебучего дрона. Ну что ж, вот и все. Если тебе понравилось, ставь палец вверх и подписывайся. До новых встреч!